Сегодня 365 дней, как я трезв. Я даже не знаю, с чего начать. Я думал, что ты утонешь. Когда последний раз мы с тобой созванивались, ты мне сказала, что я тебя не понимаю. Так вот, это интервью небольшая моя попытка понять. Как тебе сказать, не перебивая. Бывают вещи такие, они всегда есть. Когда вы достигаете определенной точки, когда надо вообще уже не переживать о том, что получится. Я думаю, что об этом надо рассказывать. Рассказывать, объяснять и показывать. У нас же нигде этого нет. Где у нас рассказывать? Есть начало и конец у любой истории. Где-то точка, с которой начать историю. Про начало спецоперации, про ссору с родителями, про примирение, про мурманских. Может быть, это Александр. Ну, ты попробуешь, это хорошо. Тоже, опять-таки же, твой фильм, не все увидят. Про пение. Или начнем с Казахстана. Почему я должен бояться? Они должны бояться меня, правды. А может, просто начать с первого дневника, с первой записи в дневнике. Привет, дневник. Это первая видеозапись, надеюсь, из многих, которые будут впереди. Не так давно я решил перестать пить вино. Если ты утром просыпаешься и первое твое желание это, чтобы этот день поскорее закончился, чтобы твое сознание угасло и на место твоей личности вышел там исполняющий обязанности, Максима, например, вот эта пьяная личность, то получается, что ты просто жить не хочешь. И это страшно. Я сейчас пытаюсь проговаривать эти вещи, мне тяжело, я никогда не вел видеодневник, но я пытаюсь. Я хочу попробовать не пить год. Моя главная цель — это научиться быть счастливым без алкоголя. Я вообще особо не знаю, какой я там трезвый-то. Долго. Вообще планировал сделать короткую заметку. Так, 13 минут. Угу. Хорошо. Привет! Сегодня 19-й день трезвости. Скоро будет 21 день, как я не пил. Дольше я еще никогда трезвым не оставался. Переоткрыл для себя различные китайские чаи. Взял себе такую штуку, типот. Развлекаюсь вот последние 4-5 дней. Мозг говорит тебе: ты очистился, у тебя нет никаких проблем с алкоголем и никогда не было. Ты сам себе это придумал, посмотри. Все же хорошо, ну выпьешь ты один бокал. Что от этого изменится? Привет, 34-й день, как я не пью. И 30 декабря, завтра будет Новый год. Ко мне должен приехать мой лучший друг с подругой. Это будет мой первый Новый год, который я проведу трезвый. С Новым годом, дорогие друзья! С новым 2022 годом!
Среди всей разноцветной мишуры, мерцающих гирлянд и шариков цветных, на елке среди безобразных лап искусственной хвои висел твой лучший друг. Висел твой лучший друг. Документальный фильм «Я выхожу из темноты». Завтра я поеду на юбилей своей мамы. Ей исполняется 50 лет. Мне удастся вам показать те условия, в которых живут мои родители и в которых растет сейчас моя сестра. Это я. С полтинничка. Повенчана, вся доскована и закована, сумасшедшая ты, моя женщина. Я люблю тебя, милая, добрая. Все. Слава Богу. Сегодня 27 января, я нахожусь в гостинице «Рыбинск». Я ходил по городу, заходил в какие-то универмаги, универсамы. Везде, от гастронома до торговых залов, встречал эти пропитые лица. Малая Россия, она вот вся такая пропитая. И алкоголизм, он так искажает лица, что это все вот на виду, никак это не скрыть. По-хорошему надо уезжать сюда побыстрее. У меня еще пока не отошла заморозка. Только что мне вырвали 2 зуба и починили 2. Сегодня мой последний день в Рыбинске. Мы договорились с мамой пойти в кафе, посидеть вместе и немножко пообщаться. Я ехал туда с мыслью, что мне удастся с ними серьезно поговорить, и я почему-то представлял себе, что это будет происходить так. Мы сядем в круг, я поделюсь своими наблюдениями, мы все немножко выдохнем, вздохнем, признаем проблему. С тобой поговорить хочу. Ты мне что хочешь сказать? Вы алкоголики, вот что я хочу сказать. И что? Ты меня пишешь? Не хочу. Убери. Я не буду убирать. Тебе стыдно должно быть. Я больше не могу смотреть, как они пребывают вот в этой удобном состоянии. Ничего. Ваш алкоголизм мне вот здесь уже. Вот это, по-твоему, счастливая семья? Живите в своем аду сами. Ну что, как там? Мой стыд
ты идеально красивый. А папа ходит и говорит то, что я не настолько плохой, как он говорит. Ну как так-то? Ну просто, потерпеть не могла. Вообще, как бы пятница между делом. Как клиента все равно нету чего. А если сейчас кто-то бы позвонил? Она такая пьяная, ответила бы, давай здравствуйте вам куда. И кто бы к ней пошел, к такой? Кто-то идет. Так это только самый отчаянный пойдет к такому мастеру. И стихами, и стихотворениями. Зайдя в WordStat, я обнаружил, что порядка 7 тысяч человек в месяц задаются тем же вопросом, что делать с пьющими родителями. Дело в том, что причина того, что человек впадает в зависимость, или неважно, это алкоголизм, да, наркомания, игромания, любая другая зависимость, причина, конечно, кроется в внутриличностном конфликте человека. Но мы все равно должны понимать, что по всем медицинским справочникам алкогольная зависимость – это болезнь все-таки официально. Да? Но при этом мы понимаем, что действительно это внутриличностный конфликт, и поэтому, когда мы говорим о лечении человека с алкогольной зависимостью, это не просто кодирование какое-то, которое мы знаем, это вообще неэффективный метод лечения, это вообще какая-то такая пустышка, которая не работающая. Это психотерапия с этим человеком, понимание того, что привело к этому. Если ко мне попадают, например, люди с, скажем так, не сильно алкогольной зависимостью, начинаем копать, какую выгоду человек получит от того, что он пьет, что может быть и выгода от этого, да, от чего он убегает, для чего ему нужно это расслабление, потому что если он не выпьет, то, соответственно, у него бы в голове мысли о том-то, том-то. И часто мы приходим к тому, что это вообще дело-то в нелюбви-то, глубокой такой. Потому что когда ты не испытываешь чувство уважения, любви от своих родителей, а это очень важная, витальная потребность любого человека, живого существа, то ты начинаешь хоть какую-то зависимость, свою реальность. Ведь алкоголь дарит тебе другую реальность, где, в принципе, тебе все хорошо. Вот так. Сегодня 90 дней, как я трезв. Хотелось бы сказать, что мне стало намного легче. Но сегодня началась война между Россией и Украиной. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Если бы кто-то ко мне сейчас пришел бы с бутылками вина, скорее всего, я бы напился. Мы уже неоднократно заявляли о том, что наша страна ни на кого нападать не собирается. Считаем неприемлемой даже мысли о войне между нашими народами. Неважно, какие эмоции, плохие, например. Мне кажется, что намного честнее прожить их, прочувствовать полностью, без анестезии. В том числе, чтобы тебе не казалось, что все, что ты испытывал, с тобой не было. Было, все было. Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину, хотя вы уже многократно объясняли, что это не так. Но утверждая о том, что это произойдет, вы тут же спрашиваете, а почему сейчас? А когда не нападать на нас? Это странный вопрос. As Russia's military assault of Ukraine is underway, Germany's top diplomat put it in stark terms. We woke up in a different world today. Сегодня 100 дней, как я трезв. Дни просто поразительные. Многие в эти дни запили. Я хочу уйти! Россия набирает обороты, народный флешмоб в поддержку спецоперации на Украине. Маски сброшены. Некоторые новости, то, что мы видим, пока нам все это не отрубили, они настолько ужасны. В том, как смягчить воздействие западных санкций. 20 miles from Kiev. Мне нужно продолжать бегать, потому что бег, он всесторонне дает мне поддержку и помощь, особенно в такое непростое время, он же и разрядка.
мне нужно продолжать работать. Вооруженные силы Украины откликнутся на призыв нашего президента, прекратят сопротивление, сложат оружие. Никто на них не собирается нападать, никто их не собирается угнетать. Пусть возвращаются в семьи. Ukrainian electric grid, which is connected both back to Russia and to parts of Europe, certainly communications grids. So there's lots of reasons to think it could spill over. And some of the biggest cyber. На прошлой неделе встретился с человеком, который к своим 40 годам с копейками ни разу не употреблял алкоголь. Его зовут Максим Андреевич, и я Максим Андреевич, только я, в отличие от него, пить начал довольно рано. Не так давно встречался с вашим отцом. Он был героем моего фильма. To be or not to be? That is the question. И он мне сказал, что вы никогда в жизни не пили. Ну, алкоголь, да, никогда в жизни не пробовал алкоголь, вообще ни пива, ни шампанского. Ну, естественно, не курил, и вот как так в жизни у меня сложилось. Вы Максим Андреевич, я Максим Андреевич, только я в детстве уже начал пить, где-то примерно там, с 11, может быть, 12 лет. И мне представить, как это взять и не хотя бы не попробовать, мне трудно это представить. Первый раз я напился до состояния нестояния в 14 лет, это было 9 мая, и я просто не смог дойти нормально до дома. Невозможно было скрыть, что я сильно пьян. Тогда я получил мощную взбучку от отчима. После я меньше пить не стал. Единственное, что я понял, это то, что нужно тщательнее скрываться. Ну, мне родители всегда говорили, что вот, пожалуйста, у нас дома там какой-то хороший алкоголь стоит, сигареты там какие-то даже лежали, хотя у меня в семье никто никогда не курил. Вот, но, пожалуйста, как бы можешь брать, ничего не запрещено. И поэтому получалось так, что, ну, как бы все можно, да, но как-то домой приходишь, ну, как бы и курить, и пить в любом случае не с кем, да, и никто это не спровоцирует. А, скажем так, после школы, после университета, ну, а какой смысл, если дома есть там, условно говоря, хороший алкоголь, и все как бы открыто, ничего никто не запрещает. И я думаю, что если бы я там, может быть, взял, посмотрел, там, попробовал, никто бы мне ничего не сказал. Ну, и вот это вот разрешение, да, и доверие от родителей, и, кстати говоря, от бабушки, дедушки тоже, потому что мне и там тоже как бы никто ничего не говорил там по этому поводу. Вот, наверное, так и в жизни не получилось, да, то, что вроде бы разрешено, но про то, что говорят, что это не очень полезно, ну, соответственно, и не хочется попробовать, и вот так на протяжении всей жизни. Я недавно понял, что есть такое понятие, как алкоконверсия. Каждый алкоголик, в зависимости от того, от какого напитка он зависит, в этом напитке он меряет весь мир. То есть винный алкоголик, приходя в магазин одежды, смотрит на ценники и видит количество бутылок, а не цифры. Водочный алкоголик везде видит стоимость в бутылках водки, в тех возможностях, сколько бутылок он сможет на эти деньги купить. Уничтожена система противовоздушной обороны Украины, аэродромная инфраструктура, крупнейшие военные склады и центры подготовки и сосредоточения. Мы разбегаемся по делам, земля разбегается пополам. Ангелина, добрый день. Привет. Да, вот я и попал на первое пробное занятие. Как я и обещал, что я на месте объясню, в чем вся соль. Когда я сильно пьяный, я почти всегда пою. Отлично. Но я никогда не пою трезвый. Как будто бы есть какая-то такая вот прям жидкая, липкая, возможно, толстая масса, которая не дает мне взять и раскрыть свой даже голос. То есть мне то ли страшно,
то ли стыдно. Вот какая-то такая странная смесь стыда и страха мешает просто даже попробовать. 99% людей сюда приходят, чтобы как раз-таки выпустить эмоции, например, после работы, после сидячей какой-то в офисе, либо направляют психологи к нам тоже заниматься, чтобы как-то проплакаться. Вот у меня ходят люди. А психологи направляют это в каких случаях? Психологи направляют, когда очень сильный комок эмоций внутри какой-то сидит, и его никак не выбить даже на психотерапии. Вот ко мне люди приходят, мы находим песни, и потом сидим минут 10, вот плачем вместе. Вот. Либо смех какой-то происходит, очень такой сильный, истерический. Окей, вдох в живот, напрягаем пресс и мычим. 3, 4. И животом. Не подумал, что я прям должен быть резкий. Вот, а сейчас был животом. Вдох. Вдох. Да, можно посмелее. Вдох. Один из героев, которого мы должны были записывать в Петербурге, уехал жить в Казахстан. Переход на трезвость – это на самом деле непростое время. Это как реабилитация после операции, я бы сказала. Я восстанавливалась примерно год. В своих дневниках за все это время я ни разу не говорила, как мне, собственно, удалось первые несколько месяцев продержаться и не сорваться. Я нашел блог Юли о трезвости. Она более 10 лет не пьет. И в какой-то момент получила психологическое образование, связанное с терапией зависимостей, и стала брать таких же людей с проблемами на, скажем так, лечение. Я бухала с 16 до 30. Под конец уже с 25 у меня начались перерывы. Сначала это была кодировка, потом это были 2 самостоятельные попытки бросить по 8 месяцев. И в какой-то момент я шла похмеляться в 5 часов вечера и поняла, что я бухаю каждый день на протяжении где-то года. Мне начали намекать друзья, то, что тебе надо пить поменьше. Начались какие-то проблемы на работе с увольнениями, с угрозами увольнений, проблемы дома. Точкой стало, когда меня обокрал таксист, он меня украл такую крупную сумму денег, и я вообще ничего не помню. Деньги были не мои, и я могла бы так легко не отделаться, я пошла закодировалась. Это была первая такая поворотная точка. Если ты закодировался и ты начинаешь как-то работать с проблемой, ну, типа искать новые источники досуга, расслабления, снятия тревоги, то тогда у тебя есть шанс. А если ты просто не бухаешь, ходишь злой, завидуешь пьющим, то тут после срыва ты, скорее всего, забухаешь жестко. Я забухала жестко, и попьешь вечерком, а ночью едешь за добавкой по городу и кажешься себе просто очень крутым водителем. А утром обнаруживаешь свою машину там, без документов, без магнитолы, с открытыми окнами и поставленную просто посреди парковки зигзагом каким-то. Вот это вот меня очень сильно испугало. И это стало точкой, когда я опять уже бросила сама. Ее метод, он немножко отличался от всех остальных. В случае, если возникал инцидент срыва или хотелось чем-то поделиться или обсудить, можно было это сделать. Получать обратную связь на ежедневной основе. Благодаря ей 3 месяца мне удалось продержаться, хотя ситуации были всякие разные, и не сорваться.
нужно создавать свою вот эту вот здоровую часть, как можно больше читать, смотреть и общаться с единомышленниками. Потому что ты сейчас будешь наращивать как раз вот эту вот свою трезвую доминанту. Зависимая, она со временем как ненужный хвост отвалится. Но также советую не обольщаться по поводу того, что я там легко бросил, значит, я не был алкоголиком, или я там полгода не пью, мне не хочется, я, значит, научился не пить и могу сейчас один раз выпить и потом продолжить. Вот здесь ломались копья очень многих моих клиентов. Первый казах, которого я встретил, это был Марат Жиланбаев. У меня даже в характеристике, в деле моем, было написано: хорошо рисует, склонен к побегу. Супермарафонец, это даже не ультра, а именно супермарафонец, пересекший все основные пустыни мира, 7 раз внесенный в Книгу рекордов Гиннесса и известный в беговой тусовке и в Казахстане человек. Если в песок смотреть, сейчас никто не ходил, можно точно определить. Змея была там, или там черепаха проползла, агама, такая ящерица, круглоголовка. Он знает особые места. Че, шашлычок? Да можно, наверное. И я написал ему, попросил, может быть, он будет так любезен и проведет со мной некоторое время за городом, показывая природные места Казахстана. И я так обычно всем пишу, и 95% людей посылают меня или вообще не открывают письма, а Марат открыл и согласился. Мы собирались поехать к поющему Бархану, а там ужаснейшая дорога, арендодатели это знают, и поэтому отказываются в основном давать машину, но нам дали. В этот день стояла очень ветреная погода, поэтому ребра Бархана так сильно разносило ветром, что на него подняться было еще то испытание. Вам сейчас, да? Будет скоро. В возрасте 58 вы для себя ответили, вот зачем это все было? Зачем это все? Жизнь должна быть интересной, я считаю, в первую очередь. Я, понимаете, мог и на диване сидеть. Я 17 лет просто сидел. Да, я занимался бизнесом, но, можно сказать, я спортом не занимался, сидел на диване. Тоже интересно, но не так. Бизнес, он сам по себе интересен, но потом ты теряешь интерес. Потому что это бывает зарабатывание денег, это не то. И поэтому я считаю, когда ты поставил, и какая-то есть мечта, цель, у тебя есть жизнь, ты берешься, дерешься, это классно. Да. 14, 15, 16, 17, 18, 19. А еще Марат пригласил меня на встречу в университете бизнеса Казахстана. Там были студенты и представители клуба, связанного с китайской культурой. Эрмек Турсунов, он говорит, что стариков у нас много, а аксакалов мало. Так что вы наш уважаемый аксакал, наш скромный подарочек. Много. Вчера было 2 месяца, как идет специальная военная операция. Российская армия, завоевав абсолютное превосходство в воздухе и применяя высокоточные средства поражения, создала необходимые условия для проведения завершающего этапа спецоперации. Продолжаю заниматься вокалом.
Не очень. Полгода трезвости, друзья. Я не ожидал, что это со мной произойдет, но это случилось. Мне кажется, от меня не ожидал этого никто. Но я смог. Впереди еще полгода. У меня девушка не до конца отпустила предыдущие отношения. За ней постоянно ходит какой-то ребенок. Это Артем Зайцев. Артем стендапер. Артем бросил пить. Есть такое. Я бухал где-то лет с 13. То есть, у меня бабушка, она домашнее вино делала и с детства давала там по чуть-чуть вина от радиации. Не знаю, может, это отголоски Чернобыля. Не знаю, отголоски Чернобыля какие-то с детства приучили. Конкретный случай, после которого ты понял, что все. То есть, или это было такое... Была затяжная депрессия. И у меня одни неудачные отношения переросли в другие, когда я нашел девушку. Чтобы щечку поцеловать, нужно было всадить бюджет Молдавии. У меня его не было, но я всаживал. При этом у тебя мать начинает болеть раком. И тяжело это пережить, когда у тебя... Утро начинается с фразы «Ну вот, сынок, и настал страшный день». Это вот вместо «доброго утра» она каждый день внушала себе, что она умрет. И то, что ей помогло, она начала ходить в церковь, в протестантскую. И постепенно она пришла в себя. Я приехал домой, она меня все тянула в эту церковь. Я не хотел туда идти, что я там буду делать. Потом мы с другом как-то водку пили, он такой: да ну сходи, что ты, смотри, что там. Я сходил. То есть выходит пастырь, и у него даже какие-то элементы стендапа были, выступлений, но при этом все связано с религией, с Богом, какое-то поддерживающее слово. Я слушал, мне становилось легче. Я просто понял, что незачем, и как-то меня отпустило, я просто перестал пить. Вот не было такого, что я вот решил бросить, я просто перестал пить. Вот так. Да, где живешь? Жил раньше, да, переехал на академию. Я снимаю камеру. У тебя документалка, я тебя поздравляю. Он этого заслужил, понятно? Это что за документалка? Про людей, которые бухать бросили. Да ладно, я, кстати, пацаны, не из таких, ну, блядь, мне очень жаль, я скоро к вам присоединюсь, но не сегодня, вот. Ладно, рад видеть, Тёма был. Да, давай. Сегодня 190 дней, как я трезв. На прошлой неделе был квартирник. Я первый раз попробовал выйти на сцену и спеть песню перед довольно большой аудиторией. Там было порядка 60 человек. Больше всего я переживал, что в какой-то момент я забуду слова. Это моя любимая история. Исполнить песню мне удалось так плохо местами, что, на мой взгляд, это получилось даже хорошо. На сцену приглашается Максим Злобин. Прошу любить и жаловать. 14 уроков.
Скажи, каково-то жить, когда твоя любовь такая огромная и больше, чем весна. Так удивленно глядит на этот мир. Новостной фон последних недель он тяжелый. Этот стресс, который, как тебе кажется, ты сильнее его, он все равно тебя размазывает. Та реальность, в которой мы все глубже и глубже оказываемся, то окружение, в котором я себя чувствую, оно становится просто невыносимым. Переезжать, конечно, это всегда огромный стресс. Это трудно сосчитать уже какой переезд в моей жизни, и каждый раз это нифига не легче дается, к сожалению. Мам, привет. Привет. Ну что, ты теперь-то можешь говорить? Могу. Хорошо, как твои дела? Нормально. А что, мам, у тебя было-то 3 дня? Плохо было мне. Из-за чего? Ну, ты знаешь, из-за чего? Нет, не знаю, мне Сима не докладывала эту часть. Почему не докладывала-то? Она мне просто сказала, что ты ушла в разнос и каждое утро уже уходишь пить и возвращаешься пьяная. Все, что она говорила. Вот то же самое я тебе могу сказать. Прости. Так а почему? Что случилось-то? Просто вот так вот запила и все. А что ты имела в виду, когда мне написала, что когда ты умрешь, мы все поймем? Ну, потому что написала Максим. Если хочешь, мама, я в Мурманск, когда приеду, узнаю насчет того, чтобы можно было там тебя на 3 месяца туда положить. Я не поеду я на 3 месяца. На курс реабилитации. Угу. Ну а как, если ты сама не можешь справиться уже? Или можешь? Я могу справиться, Максим. — 25 июня, Валдайское озеро. Первый раз за лето искупался. Сегодня 210 дней, как я не пью. Я еду в Мурманск. Там вместе с оператором мы должны провести некоторое время в реабилитационном центре, который открыли мои хорошие знакомые. Это Александр. Плыву на яхте по Средиземному морю. У меня на счету там 10 миллиардов. У меня все хорошо. Это не счастье. И второе — это Максим. Такое впечатление, что я только начинаю жить. Их я уже однажды снимал, 10 лет назад, когда я делал документальный фильм «7 дней на улице». Там была сцена, где мы пришли в такую организацию, она тогда называлась «Содействие», где помогали наркоманам в основном и алкоголикам вернуться к жизни. Ребята, вставайте, подъем. Макс!
Макс! Давай, доброе утро. Помилуй меня, Боже, повелиться в милости Твоей, помножишь щедрот Твоих, очисти беззакония мои, наипаче мы имя от беззакония моего, от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое знаю, грех мой предо мной висит. 10 лет. 10 лет. Здравствуй, дорогой. Да, за эти 10 лет поступил в епархиальные курсы религиозного образования Санкт-Петербургской митрополии при академии. Закончил их с красным дипломом. У меня там социальный работник Русской Православной Церкви. Следующий мой этап был, естественно, раз мы работаем с людьми, это в любом случае психика, психология. Я поступил в Москву, в Российский Православный университет на факультет психологии и закончил его. Я окончил еще курсы специалиста по химзависимости. То есть за 10 лет у меня получилось так со всех сторон. Там религиозная составляющая, психология, да, и консультирование. Чтобы люди, которые к нам попадали, ребята, которые оказываются в определенных ситуациях, мы могли им дать вообще все. Понятно, что не всем подходит религиозность, понятно, что не всем подходит психология, понятно, что не всем подходят какие-то манипуляции зависимости. И вот наша задача выявить, через что на человека можно попробовать воздействовать, проработать это и как-то ему помочь. А с Мурманск, видите, как встречает погодой. Проходи. Ну, начнем, наверное, с этого места. Это... А можешь проходить, Олег. Это сердце, назовем, реабилитационного центра. Здесь проходят все групповые мероприятия. Это самая большая комната, где проживают ребята сейчас. Письменная работа. Судя по всему, наверное, дневники у кого что. Ну, это дневник чувств. Здесь, в этом центре. Да, его каждый день пишут, и минимум по 5 событий. Для того, чтобы, ну, это некий психологический инструмент, чтобы человек научился отслеживать, ну, первое, распознавать свои чувства, хорошо, нехорошо, да, и следующий момент это выявил свои некие автоматические мысли. Ну, такое, как бы, как пример, это... Учится рефлексировать, правильно? Ну, если у меня возникает в голове, да, самоанализу. То есть... А это вы уже поняли, комментарии не нуждается, да, что это за место? Здравствуйте. Это душа. Как раз смотрели кино с вами. Да, первую часть. Ну, надеюсь, вам понравилось. Очень понравилось. К вам можно зайти? Здесь у нас девочки наши проживают. Так понял, что женская комната отличается двумя вещами. Наличием зеркала и закрытой двери. Да. Ну, женщинами повеселее, наверное. Повеселее точно. Да, Марьян? Все-таки. И Светлана. Да. Максим провел такую работу над собой, что в нем трудно уже узнать того наркомана, который работал на стройке. Освободился, 8 месяцев погулял, дозу наколотил, получил снова на условный срок, понял, что сейчас посадят. Дочке уже 8 лет, понимаю, что я всю ее детство просидел в тюрьме. Это совсем другой человек. К тому же, который осознает свою ответственность перед окружающими, потому что многие жители реабилитационного центра видят в нем надежду на то, что у них может получиться так же, как и получилось у него. Тот момент, когда мы с тобой тогда ходили, о том, что у меня есть сейчас, я даже не всегда осознаю, что у меня есть. Ну, для кого-то это мало, а я в тот момент даже об этом не мечтал. Боже, дай мне разум и душевный покой, принять то, что мы не в силах изменить, мужество изменить то, что мы можем, и мудрость отличить одно от другого. Да будет воля Твоя, а не моя, с чистым днем!
На групповой терапии я обратил внимание на Юрия. Потому что ты тащишь вот это старое прошлое за собой. Нужно обнулиться. А как? Я не знаю. Я постоянно себя винил во всем. Это был такой прям очень грозного вида мужчина, но при этом который как-то объяснялся и был более включенный, чем все остальные, как мне показалось. Для него все происходящее было крайне важно. Зависимость – это очень серьезная вещь, перед которой я сейчас признал свое бессилие. Каждый человек зависимый. Кто-то от женщин, кто-то от игр, кто-то от машин, кто-то от спорта, кто-то от работы, кто-то от финансов. Я такой же зависимый, только у меня еще плюс болезнь. То есть я зависимый от веществ, которые сгубили мою жизнь. Но благодаря этой зависимости сейчас, в данный момент, уже будучи на 3-й реабилитации, да, у меня были реабилитации, после которых я срывался. Я срывался, и я терял все. Я потерял себя, но как-то один очень мудрый человек пожелал мне очень такие вещи. Меня это сначала возмутило, но это был психолог у нас в Мурманской наркологии. Она мне сказала: я желаю тебе попасть на самое дно своей жизни, чтобы с зубами его рыть. Я задал вопрос: зачем, за что вы мне такое желаете? Она говорит: а потому что по-другому ты не поймешь ценность жизни вообще. И я упал на это дно. Благодаря этой зависимости. Меня зависимость на это дно пригвоздила. Меня пригвоздила эта доза последняя, меня пригвоздила эта бутылка алкоголя на вот это дно. И только благодаря тому, что я на нем оказался, сейчас я потихоньку из этого дна выкарабкиваюсь. Я вот сейчас научился смотреть даже в окно, здесь вроде решетки, но я смотрю уже сквозь них. Я понимаю, что я здесь не в закрытом каком-то учреждении, а то, что я, наоборот, свободный. В первый раз в жизни, в 34 года, я чувствую себя свободным человеком. И это благодаря зависимости. Потому что если бы я не был бы зависим, сейчас бы не находился здесь. Пока! Смотришь? В один из дней мы поехали на Териберку. Александр и Максим хотели мне показать природу Мурманской области. Было приятно погулять с ребятами вдоль Баренцева моря. Я с собой взял гидрокостюм и очень хотел поставить галочку против того, что я купался в Баренцевом море. Твою мать. Все. Ну что ж, возможно, я готов. Я не так уверен, что я готов. Я, к сожалению, не взял носки от гидрокостюма, чтобы у меня не замерзли ноги. А вода там такая ледяная, что у меня было ощущение, будто тысячи иголок впиваются мне в стопы. Нет, без неопреновых носков тут делать вообще нечего. А мы за полярным кругом. Но все равно галочку-то я поставил. Где-то год назад ты мне рассказал о том, что ты взял обет трезвости, потому что почувствовал некоторый парадокс, противоречие в том, что ты
приходишь в центр, говоришь что-то о том, как перестать быть зависимыми, в какой-то момент заметил, что каждый день ты нахватываешь в магазине пару банок пива. Ну, это классика, Макс. Смотри, классика в чем? То есть для зависимого человека от, давай так скажем, для наркопотребителя, вообще это классика потом скатиться к алкоголю. Это вообще классика, это замена. То есть наркозависимый считает, ну как, я никогда не пил. Синька чмо. Я чисто, ну, грубо говоря, там, потребитель наркотиков. У меня нет проблемы с алкоголем. И когда человек перестает употреблять, он как бы, ну а что алкоголь? Алкоголь же не проблема. Ну а почему вы там на Новый год, на день рождения, там, на день рождения друзей, почему бы не поехать с дворовыми ребятами, там, не пожарить шашлычки, не попить пивка? Но проблема в том, что мы зависимые люди. Нам вообще ничего нельзя. Баночку, две, это входит в привычку. Вот эта замена. Ну, понимаешь, у меня-то знания все были, и я понимал, что происходит. Во-первых, у меня есть дети, которые на все это смотрят, этого вообще не должно быть, да, то есть дети не должны видеть это, потому что если они будут это видеть, они будут воспринимать это как норма. Поэтому я просто принял решение, взял обет трезвости и как бы все. На всю жизнь? Да, конечно. А смысл, это, ну как, что, ну да, взял ты на год, а что, через год ты пить начнешь, что? Ну, то есть, если ты решил не пить, ну, значит не пить. Но если там вдруг по каким-то причинам произойдет что-то, ну, там уже на месте и будем решать. Ну, а да, вот люди... это полумеры, это бессмысленно. Ну вот, наш приют, теплый север, такая наклеечка, чтобы было видно, что, потому что дело в том, что люди порой приходят просто по адресу и не могут найти, не могут понять. А тут уже четко понятно, говоришь, с торца дверь, написано теплый север. Так, пошлите, заходим сюда. В теплом севере есть группа людей, все они пострадали от алкоголя. И так пострадали, что практически не могут нормально перемещаться. Один ходит с тросточкой, второй на костылях. И каждому меньше 50 лет, но они выглядят уже как живые трупы. К сожалению, также разговаривают. Я пытался с ними записать какие-нибудь интервью, но у меня не сильно это получилось. Ты задаешь вопрос и не получаешь на него никакого внятного ответа. Я даже своего детства не помню. Чего, о чем говорить-то, Это зал. Здесь собрания проходят, лекции. И тут живут. Сколько здесь человек? Ну вот диваны, раз, два, три, четыре. И вот они, смотри. Он не умер там, Блохин? Ну, ему там даже хорошо. Я бы вот, если бы был в приюте, я бы лучше тоже бы там жил. Уютненько, закопался, ничего не видно. Телевизор смотришь, хорошо. Батюшка нам вот бочечку такую принес, святая вода, пожалуйста, там можно попивать. Я вот сразу бы проснулся. Ты? Так а он привык, здесь движ такой, столько, на 18 человек. Это же привычка, то есть тебе вообще пофигу, что вокруг тебя происходит. Давайте вещи. В реабилитационном центре была пара из Питера, они употребляли соли, и их направили органы опеки в реабилитационный центр. Предложили им, либо мы отбираем вашего ребенка, либо вы проходите реабилитацию, и они пошли. И вот интересная история в том, что муж уже не чувствует тяги, и ему кажется, что он сможет нормально жить, когда выйдет из реабилитационного центра. А жена уже 8 месяцев, пребывая в Мурманске, до сих пор чувствует острую тягу. У меня случилась передозировка. Чем? Ну, за место одного вещества там оказалось метадон, короче. Вот, и я чуть не умерла, я была 6 дней в коме, я очнулась. И, ну, соответственно, мною заинтересовалась опека, ну, как бы все подобающие органы меня поставили на учет к наркологу.
Ну, как бы потом уже сказали, что если ты не лечишься, если ты не едешь, то мы забираем у тебя детей. Ну, это было ужасно, крайне ужасно. То есть я вспоминаю сейчас, и только сейчас начинаю, на самом деле, как бы вспоминать, что это все... Тогда казалось, что все это нормально. То есть можно было контролировать это употребление. То есть ничего плохого нет, и как бы сейчас я понимаю, что это... Ну, то есть я вообще мог ребенка потерять именно как физически. То есть не то, что его забрать, я мог погибнуть. Но он не может жить в реабилитационном центре. Потому что в реабилитационном центре детей не может быть совсем, потому что это нарушит полностью весь реабилитационный процесс не только мамы, а вообще всего центра. И поэтому он живет с папой. Ну, пока папа проходил реабилитацию, он жил с мамой. Потому что мама жила здесь. Они поменялись местами. А насколько ты веришь, что человек заслуживает второй, третий шанс, четвертый? Ну, мы возьмем Евангелие. Там у Христа спрашивают, сколько раз можно прощать человека. 70 раз по 7, то есть по факту бесконечно. Знаешь, может щелкнуть, исходя из опыта. Есть люди, которые на 10-й раз приходят, и у них все получается. У нас есть такие ребята, кто по 3, по 4 раза был и останавливался на 4-м, на 5-м разе. Шанс всегда надо давать. А как его не давать? Ты что скажешь? Нет, ты уже здесь был, иди отсюда. Это вот те люди, которые как-то к нам попали. А теперь отмотай назад, когда не было этих, допустим, здесь центров, не было ни Дровяного, не было ни этого. Где все эти люди были? Да они помирали просто. Просто помирали. Все, он замерзал где-то в бараке, там либо убивали, либо они в тюряшку садились. А этот люди даже не замечают их, то есть они как, вот этот наш кластер, они невидимки. То есть, ну, когда ты не увидишь это сам, ты даже не думаешь, что это есть. Александр хочет построить свой новый такой центр под названием «Школа номер 6» и сделать там отдельное отделение для людей, пострадавших от алкоголя, которые довели себя самостоятельно, своими руками до инвалидности. Смотри, вот через 10 лет, когда вы приедете, и когда это будет 3-й фильм, здесь будет город солнца и счастья. Мне каждый раз перед записью дневника приходится заглядывать в приложение, чтобы узнать, сколько дней я трезв. Мы с женой уехали в автотур. Все, это будет короткий видеодневник, отметился. Всем привет! Сегодня 250 дней, как я не пью. Последние недели у меня совершенно нет настроения. Меня раздражает просыпаться по утрам. Утро. Меня очень сильно раздражает утро. Почти каждый день просыпаюсь, и меня оно бесит. И я устал. Очень сильно устал. И я прошел стадию ненависти к своей зависимости, к ненависти к алкоголю, ненависти к пьющим. Потом у меня была такая стадия, некая влюбленность в трезвость, когда мне казалось, что я суперчеловек, я могу делать одно, второе, третье. И мне казалось, что жизнь моя совершенно иная, и что все по-другому, и что трезвость — это просто вау.
А сейчас, мне кажется, у меня такая апатия. Я просто понял, что трезвость — это просто жизнь без алкоголя. Она абсолютно такая же. Просто тебе приходится решать проблемы, а не избегать их. И я бы не сказал, что это просто. В общем, сейчас у меня какая-то стадия некоторого разочарования, потому что моя жизнь пришла в некую норму. Я не могу понять, нравится мне эта норма или нет. Что мне нравится, это заниматься вокалом и музыкой. Я сижу, когда мне грустно, бряцаю на фортепиано, пианизирую, занимаюсь пианизмом. И 3 раза в неделю хожу на вокал. Это сильно помогает мне, в том числе, снять груз негативных эмоций, потому что когда ты поешь, лично у меня даже не имеет тела. Я еду в свой родной город. Последний мой приезд прошел, мягко говоря, плохо. А ты ни хрена не делаешь для семьи. Ни хрена. Почему не ты мне звонишь и не просишь на еду? Почему она мне звонит? На тот момент я был сильно накрученный. И, конечно, я в какой-то момент не выдержал и сильно с ними поссорился. Наговорил лишнего. Привет. Ваши пожелания. Ну что у тебя фильм? Не закончил еще? Так, вздохнул. Заканчиваю. Как огород? Слушай, плохо в этом году вообще. Мы уж в это время огурцы солили, всякое, у нас они валялись везде. Смородину птички съели. Дурдом какой-то. Ты хоть заметил, я похудела на 8 килограмм. Ну, я смотрю, что что-то изменилось. И что ты изменила? Кушать меньше стало. Кушать меньше стало? Да. Живем-то не для того, чтобы есть правильно. Иногда мне кажется, что мы живем для того, чтобы страдать. Это тоже. Боевая машина ракетного пульса комплекса «Экипаж». Будешь снимать, как я стрижку делаю. Зато слез нет. Привет. Как оно? При мере взрыва, как заявили в ведомстве, детонировали авиационные боеприпасы. Техника не повреждена. Пожар тушки уже выясняет причины. При этом Минобороны подчеркнули, что никакого огневого воздействия по аэродрому не было.
Региональный Минздрав сообщил о 6 пострадавших, среди них ребенку. Пожар. Я вчера в фитнике пока ела, увидела там дофига тараканов. Где? В финиках. Где? В финиках. Тараканы. Ай, мы с папой уже по 2 съели. А как они выглядят, тараканы-то? Жуки такие. Может, он от этого и дристал сегодня полночи? Не знаю. Так выкинь нафиг. Опять эта песня, да что ж такое? Чего? Сколько ты сейчас не пьешь? Ты мне сегодня сказала. 4 дня. Что тебе помогло продержаться? Когда последний раз мы с тобой созванивались, ты мне сказала, что я тебя не понимаю. Так вот, это интервью небольшая моя попытка понять. Дать тебе сказать, не перебивая. Вот эта ситуация, о которой у тебя было воспоминание 16-летнее, когда ты таблеток переела. 14 лет. И даже, наверное, не хотела покончить жизнь самоубийством, но скорее внимание искала, наверное, да? Ну да, я хотела, чтобы меня пожалели, увидели, что... Я вижу в этом параллель с теперешней реальностью. Что ты вроде бы просто хочешь, может быть, чтобы тебя пожалели сейчас. Может быть, у тебя что-то происходит сейчас в жизни Нет, такое, что я понимаешь? тебя понять не могу. Нет, понимаешь, я люблю свою профессию. Когда у меня нет клиентов, я впадаю в депрессию, потому что я себя чувствую выкинутой из жизни. Это то же самое, когда я себя ощущала в декрете. Что про меня забыли, я как Алла Борисовна упала с пьедестала, называется. Здесь то же самое, такие же ощущения. 2 года назад, когда стукнул кризис и пандемия, особенно пожилые люди сразу отсеклись. Когда ты живешь без денег совершенно, ты просто не видишь смысла. Ты не можешь никуда съездить. У тебя нет даже денег на билет на автобус. Не говоря уже на продукты. И вот это добивает, особенно женщин. Ну, зайди чуть-чуть хотя бы. А я к тебе присоединюсь. А я к тем рыбам. А ты осознаешь какой-то вот переломный момент, когда все начало становиться хуже? Было ли какое-то конкретное событие, которое этому предшествовало? Когда папу уволили, мы, по сути, остались без достатка главного в семье. У них начались запои, но я не знаю, откуда у них были деньги. Они просто каждый день пили. Вот. И у меня это был 9 класс, и то есть ОГЭ, я должна была готовиться, а по итогу я просто видела пьяные всякие вечеринки дома, на улице, ссоры постоянные. Вместо того, чтобы спать, я слушала эти ссоры. И то есть это не особо атмосфера для ребенка, особенно выпускника. Что хочешь? Ой, у тебя есть возможность утонуть. Что ты, если хочешь умереть? Чего, утонуть можно? Угу. Говно воняет. Так нюхай. Ты же в колхозе. Я не В колхозе ромашками не пахнет. Когда у тебя случались длительные, когда ты уходила, уже Сима мне начинала писать, что тебя нету дома неделями. Что ты это время делала? О чем ты думала? Я вообще не думала. Поэтому я уходила от проблем вот так вот, когда мозги отключаются. Когда тебе вот временно хорошо, правильно ты тогда говорила, утром просыпаешься, опять хреново, надо похмелиться и по новой. Вот это и было просто колесо забвения называется, из которого выйти очень тяжело. Когда сердце бьется, когда тревога вот эта, ночью не сплю, под струей течет.
А самое главное, что ты понимаешь, когда тебя трясет, ты выхода не видишь. Ты не знаешь этой ситуации, как выйти из нее. Всем приятного аппетита. Спасибо. Помидоры вкусные. Кузнечик. Угу. Мама довольно часто приходит пьяная и извиняется за что-то, но я стараюсь это не слушать, потому что это раздражает. Чем? Ну, она приходит из раза в раз и извиняется, но это ничего не меняет. Она не понимает, что она делает что-то не так. По-моему, это был 5 класс. У нас тогда был урок по поводу алкоголя и его вред. Там было сказано то, что частички мозга вымываются вместе с алкоголем и мочой из организма. Вот, я сказала об этом родителям, я очень за них беспокоилась, но я поняла, что им наплевать. Я в нашем альбоме не обнаружил ни одной фотографии про бабушки и про дедушки. Почему? Про бабушки есть. Я вчера тебе хотела показать. Она с мамой, с маленькой на руках. С мамой, с маленькой, да. Но мы столько лет, в том числе и когда я жил с ней вместе, проводили. Но у тебя в альбомах нет ни одной их фотографии. Почему? А их просто не было, потому что я проживала в интернате. Поэтому вся моя жизнь в фотографиях напоминает только интернат. Там, где мне было почти хорошо, лучше, чем дома с бабушкой. Сколько лет в сумме ты провела в интернете? 10. Когда ты вышла из интерната, чего ты больше всего хотела? О чем ты мечтала? Я вообще мечтала, чтобы я кого-нибудь назвала мамой. Но этого не случилось. Расплакались. Но не уходи в такой долгий запой. Я Это обещаю пугает. тебе, Максим. Я уже Симе обещала. В лобик, мой любимый. Хорошо. Ты лети в чужие страны, песенка моя, ой, нажимай на все педали, один черт война. Нажимай на все педали, один черт война. Сейчас направо. Потом регистрация уже теперь не нужна. СНИЛС. Да, несите, разберемся. Личное дело обязательно. Да нет, что вы, что вы. Я без личного дела вас принять не могу. Идете вы в 17-ю школу. Господи, боже мой, собесвет не в курсе, как у нас идет закрепление. В этом году ты решила пойти снова в 10 класс. Почему? Попытаю удачу. Попытаюсь закончить 11 и поступить на психолога. Почему психолог? Не знаю, я хочу помогать людям, лечить их болячки в голове, скажем так. Думаю, раз никто не помог мне, то я смогу помочь кому-то, понимая частично людей в данном случае, в подобных проблемах. Исцелить. Я задумалась, он говорит, ведь ты была такой красивой бабой. Чего хоть с тобой стало? Ты руки опустила, за собой не следишь. Я сейчас отсматривал материал с моим отчимом. За все годы
сколько мы с ним общались, я ему ни разу и не сказал о том, что я ему благодарен. Я все время как-то на него смотрел с легкой злостью, как будто бы он что-то отнял у меня, хотя на самом деле он мне очень много дал, а я этого просто не ценил. Я как будто бы не видел, что ему тоже может быть тяжело, и он как-то всегда был таким сильным, как камень, крепким. Мы настолько привыкли, что он все может, и что у него всегда есть сила, что когда она его покинула на время, когда у него случилась первая большая проблема, потеря работы, и он это очень сильно переживал, вместо того, чтобы как-то его поддержать, я просто начал винить его во всех бедах и только критиковал. Может быть, он просто от вот этой вот тотальной нелюбви и запил, которую я в том числе проецировал на него. Если ты увидишь этот фильм, прости меня и знай, что я тебе благодарен. Всем привет! Сегодня 275 дней, как я не пью. Вернулся из Петербурга. Мы с моей женой ездили в город на Неве отмечать мой день рождения. Мне исполнилось 31 год. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, Максимка! С днем рождения тебя! Пришло довольно много людей. Мы пели песни, общались, чилили, смотрели на заход солнца. В мой день рождения мне позвонила моя мама и поздравила меня с днем рождения, но состояние ее и голос у нее были очень тяжелое. Я понял, что что-то не так. Выяснилось, что она после моего отъезда почти сразу же запила и снова ушла в довольно долгий запой. Очень много мрачных мыслей, не хочется жить. У нее пришло осознание, что она сама не в силах справиться с этой проблемой. Что пить как раньше не получится, а не пить она хочет, но не может. Я еще раз предложил ей поехать в реабилитационный центр в Мурманск, и в этот раз она согласилась. Мы полетим из Москвы на самолете, это будет ее первый полет на самолете. Та-дам! Здравствуйте! Здрасте. Ты еще не закончила? Нет еще. Понятно. Ну, минут 10. Ладно, зайдем попозже. На меня, конечно, ложатся некоторые дополнительные финансовые обязательства, потому что у мамы салон, если она не будет работать, деньги на аренду взять неоткуда, но этот вопрос мы с ней решили. Я пообещал ей, что пока она на реабилитации, я буду оплачивать ее аренду. Она предупредила всех своих клиентов, работников о том, что едет в санаторий. Ну, почему нет?
Надо же с чего-то начинать. Надеюсь, однажды она им просто скажет, где она была, и не будет стесняться. Пока. Пока. Не скучай. Жди меня, я вернусь. Очень жди. Это не точно. Как это? Ты я что там, навсегда жить останусь парикмахером, что ли? Обратите внимание на ближайший к вам выход, он может быть впереди или позади вас. The escape path lighting of the aisle will guide you to the exits. Please locate the nearest exit to you. It may be in front or behind you. Я долетела. Ты опять снимаешь? Макс, смотри, что, завтра же 11 число. Праздник какой-то? Общероссийский день трезвости. Да ты что? Да. Ты такие в Рыбинске видела? Нет. Они по всей России. Здорово. Ну как сказать здорово? Туда пропускают за ворота. Сегодня 290 дней, как я трезв. Сегодня Всероссийский день трезвости. И сегодня я передал свою маму в реабилитационный центр. Она в последний момент, когда находилась уже у двери, разрыдалась. Перед входом в реабилитационный центр мама начала отрицать свою зависимость. Она даже когда пришла и начала разговаривать с психологом, она стала ему говорить, почему вы здесь оказались, на вопрос, почему вы здесь оказались, она: меня привел сюда сын, сыну кажется, что у меня проблемы. Это было, конечно, тяжело. Я понимал, что если она скажет, что забери меня отсюда или еще что-то, что я тоже могу сорваться и купить еще один билет в Москву и увезти ее. Но она, слава богу, этого не сделала. Первый месяц им не разрешается звонить по телефону родственникам. Об этом я не знал. Мы ищем свободу, как якорь, как чудо, как путь вдохновению Творца. Свобода начала всего, что нам нужно, но чаще начало конца. Сознание в тумане иллюзию множит, что мы гениальны во всем. И редко при этом нас мысль тревожит о том, что будет потом. И жизнь состоит из одних испытаний, судьбою заброшенных в дом. Но если они вдруг исчезнут внезапно, что делать нам в доме пустом? Зависимы вы от всего бесконечно, во власти любви и страстей. И совесть больная себя убивает, с собой забирая людей.
Волшебной таблетки никто не придумал, и нету важнее мечты. Шагая вперед к достижению цели, нам выйти бы из темноты. И жизнь состоит из одних испытаний, судьбою заброшенных в дом. Но если они вдруг исчезнут внезапно, что делать нам в доме пустом? И жизнь состоит из одних испытаний, судьбою заброшенных в дом. Но если они вдруг исчезнут внезапно, что делать нам в доме? Раз, два, три, четыре. Сдаться и плыть по течению, смиренно заснув летаргическим сном. Или рискнуть и шагнуть в неизвестность, что пожил скорее наш дом, чтоб зажил, как раньше, наш дом. Эй, на-на-на-на, на-на-на-на, на-на-на-на-на-на. Эй, на-на-на-на, на-на-на-на, на-на-на-на-на-на. Стал ли я счастливее? Было некоторое ощущение, что когда я пил, я как будто бы надевал на себя смирительную рубашку, которая каждый раз позволяла мне смиряться с той реальностью, в которой я живу, и не менять ее. Когда рубашки не стало, мне пришлось эту реальность менять, что-то в жизнь добавлять, от чего-то отказываться. Я точно знаю, что мне это помогло. Это была такая терапия кинематографом, когда ты смотришь на свою жизнь, можешь где-то ее поставить на паузу, где-то замедлить, где-то еще раз проиграть. Вот такой вот год. Первый трезвый год. Еще увидимся. Можно в стихах? Этот стих написан в мотивацию мне, если я начну рассказывать самому себе, что я все понял и что мне нужно идти. Все равно я пройду этот путь через сотни воздвигнутых стен. Доползу, доберусь как-нибудь. Мне бы только подняться с колен. Мне бы только познаний глоток. Я взойду на любой пьедестал. И я смогу то, что раньше не смог. То, о чем я так долго мечтал. Я смогу по-нормальному жить. Научусь и любить, и прощать. Научусь тем, что есть, дорожить. Мне бы только сначала начать. Мне бы только по-новому спеть, ноту самую звонкую взять. Мне бы только все это успеть. Не сломался бы голос опять. Мне бы только услышать звонок, побудивший свой путь мне начать. И я помчусь, побегу со всех ног, чтобы больше уже не упасть.